Ну что, раки, с новым 2022 годом! Вы на канале Ева Лехцер, и я собственной персоной вам выкладываю ваш таро-прогноз на наступивший год. Выкладываю с опозданием, но тем не менее для вас его выполняю в первый лунный день этого года. Соответственно, все планы, все цели, все посылы, которые мы сегодня здесь оговорим, запечатаем ваши желания, ваши мысли-формы. Я уверена, что они дадут плодотворные результаты. Итак, сегодня у нас с вами в работе Таро Золотой Нити, руническое Таро. И для вас я буду еще дополнительно извлекать карту вашего архангела на этот год, вашего хранителя, который вам поможет в реализации ваших планов, целей и задач. Что ж, приступим. Изначально буду выкладывать общие энергетические посылы в каждой из сфер, и на дополнительной колоде я буду их раскрывать. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на позитив, на получение информации, и будем с вами просматривать предстоящие события. Что вас ожидает в бизнесе и работе? Что ожидает в плане финансов, в вопросах здоровья, личной жизни, неожиданность года, карта года, карта совет, что уйдет и что придет. Надеюсь, хорошо вам все видны арканы, поэтому давайте приступим к их трактовке. Будем читать. Карта работы, карта бизнеса, карта реализации. У вас ложится здесь аркан смерть. Смерть — это не всегда завершение. Это могут быть вопросы трансформации, реструктуризации, ребрендинга, всего чего угодно, изменения подхода к работе. Но вместе с тем действительно, да, может идти завершение каких-либо процессов. Поэтому давайте мы с вами посмотрим и раскроем этот аркан, дабы понять, к чему вам готовиться, какие энергии вас ожидают. Сила, девятка кубков и мир. Прекрасные карты, которые могут вам говорить о начале нового цикла. Объясню почему. Потому что сила — это заручиться помощью и поддержкой. Девятка кубков — это наконец-то начать работать в свое удовольствие. Мир — это завершение одного цикла, переход в другой. Поэтому для вас это сулит или переход на новую должность, переход, может быть, на новую работу. И, в принципе, для некоторых из вас это работа ниша интернет, информационных технологий. Это то, что будет связано с вопросами логистики, туризма и бизнес, в принципе, через интернет. Начиная от трейдерных бирж, магазинов, блогерства, чего угодно. Потому что здесь, наконец-то, найти свою реализацию, получать удовольствие от того, что вы делаете. То есть это в первую очередь через интернет, масс-медиа, предоставлять свои товары, услуги. Даже если вы наемный сотрудник, для вас это желание открыть какую-то новую ветвь, то есть найти дополнительный для вас источник заработка. Но давайте будем смотреть, к чему это ведет, что с финансовой точки зрения, каковы здесь перспективы. Колесница. Колесница — это карта прорыва, это карта увеличения доходов. Но будем смотреть, потому что иногда она символизирует траты на переезд, либо на приобретение автомобиля, поэтому посмотрим. Итак, то, что касается здесь финансового положения. Луна, дурак, девятка жезлов. Луна — это то густо, то пусто. Дурак — это новый источник доходов, на который вы будете ставить и делать акцент. Девятка жезлов — это больше вопросы собирательства, накопительства, либо приобретения чего-то в рассрочку или кредит. Ну, потому что, допустим, здесь у вас ведущая колесница. Это траты могут быть связаны с переездом, либо финансовые вложения связаны с покупкой автомобиля, мотоцикла, чего угодно. То есть здесь как инвестировать и что-то покупать с рассрочкой. Но по связке карт здесь вам придется себя ограничить. То есть режимы экономии для того, чтобы осуществить то, к чему вы здесь готовитесь. Помимо всего прочего, Луна, девятка жезлов — это еще финансовые траты, связанные с вашими родственниками, будь то родители, дети, потому что здесь с вашей стороны им будет необходима финансовая помощь и поддержка. То есть ресурсы здесь есть, но они, конечно же, у вас здесь активно будут расходоваться. То есть здесь не про откладывание, это сразу что-то погашать, это сразу как кому-то отдавать. Вот об этом здесь идет речь. Вопросы здоровья.
правосудие. Ну что посеешь, что пожнешь. Аркан, который говорит об необходимости обследования, но это в большей степени касается хронических заболеваний. Это акценты на зрение, а также на все, что у нас касается легких. Ну давайте посмотрим, что же здесь по факту, какова здесь будет ситуация. Что у вас здесь по ситуации здоровья? Пятерка мечей. Суд, десятка пентаклей. Для многих это обострение хронических и наследственных заболеваний, то есть то, что идет по роду. Это первый момент. И второй момент, будьте бдительны, особенно если это у вас, ну, если смотреть по картам, касается отдыха, потому что здесь какие-то увечья, нанесенные вам по неосторожности. Серии, знаете, как подвихнул ногу, где-то ушиб, где-то порез, поэтому, пожалуйста, здесь аккуратно. Но основное это то, что касается вопросов наследственных заболеваний, вопросов генетики, попытки, да, что-то устранить, убрать, ну, если это возможно, подлечить, либо ввести в стадию ремиссии. Потому что здесь, как показывает карта, вот ваше наплевательское отношение, оно здесь как раз активно даст о себе знать на те ситуации, которые вы откладывали в долгий ящик. Вопросы в личной жизни. Давайте смотреть, что там. Суд. У вас прям как у близнецов. Суд – карта, которая может указывать на ряд аспектов. От бракоразводного процесса до восстановления отношений из прошлого. Вы скажете, почему такой разбег, да? От плюса к минусу. Ну, потому что эта карта всегда дает эмоциональный посыл и трактовку только в совокупности, ну, как с рядом других карт, чтобы вы понимали, о чем там идет речь. Поэтому давайте просматривать, чем все-таки для вас ознаменуется этот год. Дьявол. Девятка мечей, семерка пентаклей. И дно колоды жрец. Я сейчас объясню, о чем здесь у вас идет речь. Для большинства, но это касается в основном тех, кто стремился развестись или выйти из созависимых отношений, это окончание периода активных ожиданий, преодоление ваших страхов, зависимости, может быть, финансовой еще зависимости, потому что, видите, здесь вы ожидали пополнения каких-то ресурсов и возможностей. И это, знаете, как я говорю, активно в бой. Это разводиться, это расставлять точки над «и», это выходить, в принципе, из болезненных отношений. Но давайте смотреть для каждого из вас. Итак, если вы свободны, то здесь будут попытки со стороны бывшего или бывшей наново вас завязать в этот союз, в эти отношения. И вам здесь четко карты показывают, что не стоит, вот видите, отойти от этой ситуации, от этих страхов, переживаний. В одну реку не войдешь, нет здесь смысла. Если это касается любовных треугольников, вы четко будете понимать, что, опять же, ловить здесь нечего. И здесь по аркану суд имеет смысл отойти от этих отношений, если они не ведут к семье, потому что суд у нас еще тоже карта семьи, карта рода. Для тех, кто встречается и сожительствует, и разводить здесь не планируется. О чем же здесь идет речь? По связке этих карт это выйти из болезненной финансовой созависимости от партнера или партнерши, либо от ряда других обязательств, чтобы почувствовать себя, ну, полноправным таким партнером в вашем союзе, в вашей паре, в ваших взаимоотношениях. Видите, вот здесь аркан правосудия. Как отстоять свою территорию, свои интересы, поднять острые наболевшие вопросы, которые были в союзе или в паре, не давали вам какого-то развития. Потому что здесь, вот на повестке дня, видите, восьмерка жезлов. Это углубиться в корень ваших проблем или ситуации. Открыть для себя истину, почему в отношениях так происходит. Да, вот видите, символ радуги. Это возможность ситуацию кардинальным образом поменять. Но вот здесь, как показывают арканы, пришло время показать свой оскал. Научиться отстаивать личные границы и ваши интересы. Что касается неожиданности года. Отшельник. Отшельник – это осознанный, не могу сказать, что это прям уход в одиночество. Это в первую очередь поиск смысла жизни, мотивации, движения, поиск себя из серии «Кто я?», «Что я?», «Кем я хочу себя видеть?», «Чем я хочу заниматься?», «В чем я хочу себя раскрыть, реализовать?», «Какие у меня планы и цели на ближайшее будущее?», «Как я хочу их достигать?». Ну, давайте с вами посмотрим более глубоко и детально по этим сферам. Что у нас там? Раскроем вашего отшельника. Король мечей, тройка жезлов и девятка пентаклей – это желание обрести финансовую свободу и независимость. Это точно стратегический расчет и подход. Это новые планы, цели, идеи, которые вас приведут
к статусному, сытому образу жизни, к реализации ваших возможностей и талантов. Но вот вы даже если объективно посмотрите, обратите внимание, то у вас уже на данном этапе, видите, 2 старших аркана здесь и 2 здесь. То есть ведущие сферы у вас на ближайший год – это работа, бизнес и финансовое ваше становление. Реализация тех моментов, которые для вас являются знаковыми. Ну, то есть это больше про деньги, про финансы, про реализацию, нежели про какие-то иные блага. Ну, вот так. Хорошо. Что у вас уйдет? Колесо фортуны – это знаковые перемены. Чего они будут касаться? Давайте с вами посмотрим. Чего будут касаться эти перемены? Ух. Перемены касаться будут однозначно вопросов личной жизни. Снова, видите, колесо фортуны, десятка кубков и пятерка пентаклей. По принципу, так как раньше было, не будет. Кардинальные изменения у многих, вот видите, десятка кубков. Это как касается личной жизни, так и взаимоотношений с родственниками. Потому что по пятерке пентаклей вы понимаете, что ситуация, которая из вас тянет все соки, вас вампирит. То есть, например, для некоторых это попрощаться с родственниками, которые у вас сидят на шее, как иждивенцы, либо относятся к вам потребительски. Если это касается личных жизни, то здесь как уход от партнерства, разрыв взаимоотношений, так и, в принципе, обозначить свои границы, повернуть колесо фортуны вспять для того, чтобы вам по десятке кубков в союзе, в отношениях было комфортно, чтобы на вас перестали ездить. Вот об этом здесь идут арканы. Еще такая трактовка, поскольку у нас колесо фортуны все-таки карта переезда, перемещения. Колесо фортуны с десяткой кубков – это... у кого-то изменение гражданства, это, в принципе, знаете, обретение новой родины, нового места жительства и адаптация на новом месте жительства. Что придет? Дьявол. Ох уж это дьявол. Посмотрим, какие нам ограничения и рамки будут ставить. О чем здесь конкретно идет речь? Дно колоды звезда. Это, знаете, как прыгнуть выше крыши, достичь своего нового пика, реализации, активности, становления. Но у вас здесь четко про деньги. Потому что дьявол, пятерка кубков, десятка мечей и рыцарь пентаклей, выйти из периода застоя. И это даже не об отношениях, не про физическую потерю. Хотя здесь на самом деле, уж простите, что я так вам озвучиваю эту ситуацию, для кого-то отход в мир иной вашего окружения, близких людей будет, знаете, как камень-гора или камень с плеч. Я не обобщаю сейчас, эта информация не для всех. Но у кого были очень сложные отношения с родственниками или очень сложная такая вот ситуация, то это ситуация, которая, уйдет от вас бременем, которая была слишком затяжная. Это первый момент. Но основная как бы задача по этой триаде для, наверное, 90% тех, кто смотрит этот расклад, это выход из финансовой кабалы. Это достижение нового уровня реализации и заработка, потому что пятерка кубков, десятка мечей и рыцарь пентаклей – это находиться, я не могу сказать, что в отсутствии финансов или финансовых ресурсов. Это новый социальный статус. То есть надоело жить по-старому. Хочется больше зарабатывать, либо получать дохода, спонсорство, инвестиции. У каждого по-разному, потому что все вы разные. То есть для себя это как новый какой-то квантовый скачок. Но давайте смотреть карту года, карту совет. Карта года у вас падает старший аркан мир, и карта совета у вас жрица. Итак, по карте года. Мир, завершение одних циклов, начало старых, это частые поездки, путешествия, вопросы у кого-то иммиграции. И мир – это у нас, повторюсь, уходить в нишу интернет-пространства для своей собственной реализации. Ну, давайте посмотрим, в чем она непосредственно у вас будет заключаться. Так... Император мир для получения стабильности и контроля. В связке этих карт у вас здесь даже может появиться соратник, человек, помощник, которого вы найдете через нишу интернет для решения ваших вопросов и задач. Например, это знаете, когда вы посылаете запрос во Вселенную, например, вам нужен человек для решения какой-то проблемы. Не знаю, там, найти врача, найти адвоката или какого-то узкопрофильного специалиста. И оп, вам в социальных сетях выпадает там подборка, да, таковых специалистов или еще. То есть встречаются необходимые люди на вашем пути. И, соответственно, за счет их вы решаете эти проблемы и все держите под контролем. Ну и у многих по аркану мир это завершение цикла и ситуации связано с мужчинами. То есть у кого-то личное партнерство, у кого-то это завершение отношений с отцом, братом, еще с кем-либо. Потому что здесь
Это, знаете, четко обозначить, еще раз повторюсь, личные границы, свою самодостаточность. Карта совета у вас аркан жрица. Это свои все планы, цели, идеи держать при себе, хранить при себе. Прислушиваться к своей интуиции. Кому-то углубляться в вопросы эзотерики, либо вопросы религии, потому что жрица у нас тоже отвечает за вопросы религиозности, аскезы, это воспитание силы воли. Ну, давайте посмотрим, о чем конкретно она говорит в вашем случае. Рыцарь жезлов – это защита высших сил, это как вопросы проведения, это использование знаков, которые вам идут свыше, для того, чтобы двигаться верным путем. То есть доверяйте вашей интуиции, вещим снам, знакам, тому, что слышите, не тому, что, знаете, как вы думаете, ой, нет, мне это показалось. Прислушивайтесь к себе. Все ответы находятся внутри вас. Ну, у кого-то это проходит еще как углубление, повторюсь, в обучение или изучение. То есть если вы себя видели в нише эзотерика, неважно, чем вы там хотели заниматься, будь то рейки, рун или норман, таро, там, оккультизм, то как знать, значит, пришло самое время. И сейчас, пока вы думаете о своем желании, настраивайтесь, проговорите его про себя. Я достану карту вашего ангела. У вас, видите, карта, которая указывает в первую очередь на обретение своей миссии. Потому что здесь это, знаете, осознание цели жизни, стремление и обретение из-за этого внутреннего покоя. Потому что вы знаете, для чего вы живете, ради чего, к чему стремитесь и куда идете, какой у вас путь. Это, в принципе, карта Архангела, Бога Троицы, который вас защищает от поклепов неблагочестивых людей, от сплетен, от клеветы, от того, что вы сбиваетесь и уходите с неправильного пути. Потому что Хагагель, ну, так называется, так трактуется, в первую очередь вас направляет к внутреннему спокойствию, стабильности. Знаете, когда вам есть на что в жизни опереться и получить вот это вот благостное состояние. Поэтому пусть оно таковым и будет. Я сейчас прочитаю оговор, вы подумаете о своем желании и будем с вами его опечатывать. Все, ваше желание мы запечатали. В любом случае, вы знаете, что все негативные аспекты я всегда для вас перекрываю позитивными арканами. И в этом году хочу, чтобы у вас ведущим арканом был аркан колеса фортуны. Как, знаете, как сдвиг с какой-то мертвой точки застоя, либо точки вот невозврата, когда вы боролись, стремились, хотели достичь чего-то большего, а не получалось. И закрою это все картой поддержки вашего рода, арканом суд, который вам позволит достичь новых результатов, новой миссии, новых целей. И здесь непосредственно мы тоже для вас перекроем это выходом в новый этап, в новый мир и активным движением вперед. Вот таким выходит для вас расклад на 2022 год. Я искренне надеюсь, что он для вас будет позитивным, благоприятным, информативным. По прошествии времени от вас буду ждать обратной связи, как он для вас отыграется, насколько будет полезным в принципе. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео. А я вас искренне благодарю за просмотр и желаю вам благостного года. Пусть с вами пребудет счастье, любовь, здоровье, возможности и, самое главное, яркие моменты в жизни. Это вам искренне и от всей души. Я с вами не прощаюсь и до новых встреч!